Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Разумеется, вход пишется на сам девайс, и это Realme GT 2 Master Explorer Edition. Да, вот такие длинные названия есть, но оно меня не пугает. Почему? Потому что это реинкарнация смартфона, который год назад меня просто поразил, притом в хорошем смысле. Какие плюшки здесь? Это сенсорные триггеры. Они не идеальны, но они есть, и приятная тактильная отдача — это всегда хорошо. Второй момент. 1 000 000 баллов в Antutu выбивает легко. Разумеется, если Antutu последняя. В Antutu AI выбивает 3 миллиона, автономность хороша. В Твиче 2 часа он справился со своей задачей. Я стримил Diablo Immortal, внимание, в 60 FPS. Понятно, стрим идет 720, но это без карты захвата. И смарт-вывес. Как он снимает фото и видео днем, мне особенно понравилось. Понятно, что сенсор здесь довольно стандартный, но то, что делает его начинка, а там последний процессор, последняя внутренняя память, последняя оперативка. По большому счету это почти флагман, но только почти. Смотрим. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать новенький Realme GT 2 Master Explorer Edition. На Master Explorer Edition 1 был у меня обзор год назад. Всем, кто планирует бежать и покупать, вне зависимости от того, нравится вам или нет, вы должны помнить, что на Master Explorer Edition 1, хотя все было волшебно, у него была великолепная съемка и все остальное, на него так и не пришла глобальная версия прошивки. И объективно это самый главный минус вот этой модели. Больше минусов я называть вам не буду, только во время ролика и в его конце. Разумеется, будет море примеров фото и видео. Из проблем у BBK, напоминаю, это камера фронтальная. Она у них топовой не является, опять же, по моему субъективному мнению. Сразу же положили защитное стекло. Это очень сомневаюсь, что это было произведено концерном BBK. Получается, они вскрыли и запаковали. Очень странные дела. Ну ладно. Что у нас здесь интересного? Разумеется, это чехол. Разумеется, это очень такой приличный аромат химии. Не лютый, но приличный. Вот такая вот штука квадратненькая. Мне, в принципе, нравится. Супер топово ее не назвать. Конечно, надо было что-то заодно покупать. Вы видите прямые грани. Очень-очень похож дизайн на яблочный. Прямо мега похож. Можно ставить практически на любое ребро. Прямой экран, никаких скосов, никаких водопадов. Минус для меня сразу фронталка по центру. Он очень удобно лежит в руке из-за габаритов. Он небольшой. Следующее, что мы имеем еще. На 100 Вт зарядку и кабель. Да, есть и на 200 Вт у нас устройство. И, как я помню, это IQO 10 Pro. Вполне возможно, я ошибаюсь, на IQO 10 Pro мне тоже идет, и о нем я вам также расскажу. Документация вам абсолютно бесполезна. Единственное полезно для нас сейчас, это, разумеется, лоток для извлечения сим-карт. Что у нас тут? 2 физические симки можно запихать, карту памяти нельзя. То есть эти 256 гигабайт подразумевают, что это максимум, что я смогу потом иметь в этом смарте. Очень невзрачный чехол, то есть, в принципе, смартфон такой обезличенный, но у него несколько цветов, это самый мужской, назовем это так, либо самый никакой. Вес этого устройства. Барабанная дробь 210 граммов, это значит, что он весит больше, чем iPhone 13 Pro, который весит 206 граммов. И надеюсь, что в чем-то он ему соответствует. Разумеется, мне сразу написало, что новая прошивка есть. На 50% он пришел заряжен. Очень меня радует, что подбородок здесь прямо минимум. Минимум. Он самый-самый маленький, но есть. Граница экрана тоже минимальная. Никакой челки, как у яблока, нет. И, разумеется, гуглы у меня сразу стоят. Но напоминаю, что на данный момент глобальной версии нет. К сожалению, ее не предвидится. Вот так это дело у вас будет в руке. Я бы назвал это компактом, хотя настоящий компакт это, наверное, Asus 9 Zenfone. 161 мм высота, ширина 74, толщина с блоком камер 12,4 без блока, 8,6, защитная пленка на борту. И смотрим.
Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться еще на телеграм-канал Взаимопомощи и телеграм-канал Скидок с телеграммом Пользаграммом, в котором мы делимся фото и видео. У нас там уже 1000 человек. Перейдем же к новому смарту. Полетели. Поставляется данный девайс в 3 вариантах расцветки. Это темно-зеленая, бежевая и белая. Напоминаю, что я покупал белую. В итоге пришлось мне 2 раза доплатить, и я получил темно-зеленую, но в максимальной комплектации, которая здесь, к слову, довольно скромная, но об этом потом. Дизайн интересный и минималистичный. От первой модели данный смартфон внешне отличается вообще полностью. Напоминаю, что первый мне прям нереально зашел, я его долго и упорно хвалил, но глобалка не прилетела. Тыльная часть выполнена из стекла с софт-тач покрытием, а рама алюминиевая. Материалы не марки, отпечатки пальцев на корпусе не видны. Сборка хорошая, никаких зазоров лично я не обнаружил. В руке без чехла, как и с чехлом, телефон лежит очень удобно и комфортно. Прямые грани не натирают, не режут, и пользоваться им одной рукой лично мне было приятно и удобно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости. Далее есть разъем USB Type-C версии 2.0, что, конечно, очень сильно разочаровывает, учитывая, что здесь не так много памяти, чтобы здесь ее хранить, а не у всех есть Wi-Fi и гигабитный интернет, чтобы все выгружать в облако. 2 микрофона, динамики, один основной, один разговорный, который также выступает в роли основного. Звучание здесь стерео, оно приятное, и Dolby Atmos с сертификацией Hi-Res Audio на борту. Но кастомного эквалайзера в стоке нет, мини-джека, как и АК-порта, не завезли, как и возможность расширить внутреннюю память с помощью карты памяти, ее здесь нет. Одна из особенностей данного смартфона — это сенсорные триггеры, которые никаким образом не обозначены на корпусе, да и в настройках вкладки с ними нет. Чтобы их настроить, нужно зайти в игру и открыть игровую панель. Вполне возможно, вы уже получите смартфон с другой прошивкой, и там это дело будет. Либо я где-то не нашел. Использовать триггеры в игре довольно удобно. К примеру, играя в Genshin Impact, никаких задержек либо чего-то подобного я не обнаружил. С другой стороны, при стриминге, когда я стримил в Твиче, и запись этого есть на лайв-канале, больше 2 часов я это делал, были небольшие залипания триггеров, особенно они были ощутимы где-то через минут 40 игры, когда телефон прогрелся. Можно использовать через чехол, но чувствительность все равно хуже. Защита от влаги официально не заявляли, поэтому летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, Full HD+. Процессор дисплея Pixelworks X7. Да, здесь даже процессор отдельный. Соотношение экрана 20 к 9, матрица экрана абсолютно плоская, рамки минимальные, 100% цветовая гамма, стандартно DCI-P3, ничего нового. Соотношение экрана к корпусу 90,4%, тоже не космос, но неплохо. HDR10+ на борту, плотность пикселей 393 ppi, скромненько, пиковая яркость 1500 нит, напоминаю, что это только в автояркости. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости экрана хватает и бликов по минимуму. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц и 4-ступенчатая автогерцовка. Частота дискретизации касания 360 Гц, а пиковое значение 1000 Гц. Результаты теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, и меня он не порадовал, я ожидал лучшего результата. Многие скажут, пытаясь что-то делать. Нет, друзья, вот таким образом все это и тестируется. Лично мной. Вы можете тестировать, допустим, мощность смартфона и баллы в Antutu в морозилке, плюс еще с подключенным питанием, плюс еще раз 20, чтобы он у вас лучшее что-то показал. У меня вот как есть, так и есть в домашних условиях. DC-диминга в наличии нет, но его можно включить в режиме разработчика. Без DC-диминга на 100% яркости шим 5,2%, на 50 78,5%, на минимальное 23,5%, на нуле 9,6%. С DC-димингом на 100% яркости также 5,2%, на 50 уже 7,5%, в 11 раз меньше. На минимальной 19,5% и на нуле 14%. Показатели шима без включенного DC-диминга вообще не радуют, но хорошо, что производитель предоставил нам эту функцию рабочую. Ну и помним, что многим это дело вообще будет не нужно, потому что не все страдают от шима. Автояркость работает прекрасно и быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Always on Display, разумеется, в наличии, вдобавок полноценный. Далее мультитач, разумеется, есть и спокойно откликается на 10 касаний. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев. Работает он хорошо, но по мне пока медленно. Может быть, с прошивками допилят, очень на это надеюсь. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. В целом экран хороший, цветопередача у экрана довольно насыщенная, четкости, яркости хватает. Все как у всех. Хорошо. Настроек по улучшению
видео и фото-контента, конечно же, достаточно, как и функции для персонализации экрана. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Последненький, с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 730, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. AI Qualcomm AI Engine 7 поколения, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Разумеется, виртуальное разрешение памяти есть, максимум оно до 7 гигабайт, по мне это абсолютно бесполезная штука. Можете меня в комментах поправить, если кому-то это дело помогает и вы ощущаете в каких-то задачах, что телефон справляется лучше с ними. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 и 256 гигабайт, и это хорошо. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что не всех, разумеется, волнует, но я думаю, что если у вас есть деньги на этот смарт, вы, скорее всего, где-то ближе к центру, и там, возможно, 5G есть. Для 4G сетей есть 7 и 20 бенды. Смартфон связь ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофон и датчик приближения меня не подводили, что для Realme, в принципе, стандартно. Xiaomi и учитесь. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи. Вибромоторчик тактильно приятный, настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика, что удобно. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC-модуль есть, можно спокойно установить MirPay и расплачиваться NFC. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS. GPS-тест на холодную показывает точность 3 метра при условии, что рядом есть высотки. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал неплохой результат 8 часов 20 минут, а осталось еще 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, заряжается от родного адаптера питания в 100 Вт, без включенной функции быстрой зарядки от 0 до сотки за 35 минут, с включенной функцией быстрой зарядки, внимание, барабанная дробь, 26 минут. Беспроводной зарядки нет, функция OTG стандартно на борту. Поедает за 30 минут просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi 8%, за 2 часа игры в Diablo Immortal с одновременным стримингом на Твиче улетает 47%, то есть считайте примерно 23,5%. Но на 60 FPS. Те, кто знают, те поймут. Игра нелегкая. Играть можно спокойно, по факту проблема была только в теплоотведении, так как смартфон неплохо так греется, но минимально фризит. За охлаждение отвечает трехмерная система VC площадью 4811 мм квадратных. Разумеется, легкие подвисания присутствовали, но, повторяюсь, редко. В Genshin Impact смартфон показал себя достойно, на максимальных настройках графики играть комфортно. В более легкие игры, к примеру, такие как танки или Standoff 2, играть можно вообще без проблем, что очевидно. К слову, не забываем про режим GT, так как он неплохо оптимизирует смартфон под игры и не только. Из датчиков на борту датчик приближения, акселерометр, гироскоп, компас, геомагнитный датчик, сканер отпечатков пальцев и датчик пульса. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит хорошо. 268 гипсов минимально, максимально 313, в среднем 286 при 100 потоках на 30 минутах. Вдобавок и часовой тротлинг-тест он проходит стабильно, без просадок. В Geekbench 5 в сингл-коре 1324, в мультикоре 4100. 3D Mark показал Wildlife максимально, Wildlife Extreme 2755. Wildlife стресс-тест не проходит, Wildlife Extreme стресс-тест 2779, Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. В Antutu устройство выбило 1 миллион 26 тысяч попугаев, Storage-тест показал 72 тысячи. 45-минутный стресс-тест прошел довольно хорошо, результаты вы можете наблюдать на экране. Результаты теста искусственного интеллекта 3 миллиона 48 тысяч. Напоминаю, что у меня максимальная комплектация 12256, и да, это прям ультра плохо, что нет варианта 12, допустим, 512. Мало внутренней памяти здесь. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двухцветной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX766 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией ультраширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 150 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 60 FPS. Цифровая стабилизация также на борту, направленного микрофона нет. Фронтальный сенсор Sony IMX471 на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео с фронтального модуля скромное 1080p 30 FPS, что в принципе стандартно. В стоке смартфон имеет достаточно много различных режимов для видео и фотосъемки. Различные ночные режимы, двухоконный, рыбий глаз, микроскоп, режим Pro. К слову про режим микроскоп. Данный режим хорошее развлечение для детей, как и в Realme GT 2 Pro, помните? В целом качество видеосъемки хорошее, и стабилизатор отрабатывает отлично. Фотографии получаются детальными и натуральными, без пересветов. Короткие примеры вы сейчас увидите. Вот он, Super Explorer Edition No. 2, после всех прошивок в сложных объектах, и фронталка, BBK себе не изменяют. Возможно, они знают, что у нас появилась запрещенная сеть, хотя Master Explorer Edition
Он вроде бы только для рынка Китая и на глобалку не планируется, тем более не планируют они его локализовать исключительно для нас. И знаете, что это значит? Это значит, что фронталка, как всегда у BBK, не хороша абсолютно, тем более за эти деньги. Хотя вот сейчас, опять же, видите, не такой сложный получается момент. По стабу он пытается, я не знаю, как в итоге и что там будет, но сейчас я вижу, что он пытается вытянуть. С светом беда здесь по той причине, что здесь дымка, то есть я буду, наверное, еще снимать еще разок. Но здесь вообще ничего не видно практически. То есть он не просто снимает в дымке, не запотевшая камера, а просто здесь как испарено. Еще нашел причину в том, что он пытается сделать меня лучше, чем я есть на самом деле. Была автоматическая коррекция скинтона, внешнего вида моего, прыщиков на 40 единиц. И это прям конкретно мылило картинку. Сейчас все менее красочно, но реальнее. Основная камера 4К 60 FPS. И я вам скажу, мне нравится, как здесь работает стабилизатор. Он прям на телефоне, он выглядит супер плавным. С необходимыми торможениями, учитывая, что я иду довольно быстро. Понятно, что дорога довольно ровная, но не должен же я, как горный козел, бегать по камням, чтобы оценить съемку. Ну-ка, давайте мыло посмотрим. Пожалуйста, мыло. Куда без него? Ну, шумы, но объект был злой. А вот это дело не мигает. Вот это отсутствие мерцания должно быть. Ну ладно. Тестим. Ультраширик ночью 1080p 60 fps. Съемка без двух рук. И вот в таком освещении я не хочу перехваливать. Надо посмотреть на компьютере, потому что, еще раз повторяю, что здесь просто дымка одна сплошная. Как будто туманом затянуло Мурино. Свет не вытягивает с одной стороны. С другой стороны он и не должен. Здесь плюс-минус так. Вот сейчас посмотрим, как сенсор среагирует на диоды. Вообще плавно. Вау. Так, это X2. Сходу. Но здесь, да, здесь надо встать. Провести плавно налево, плавно направо. Он прям догоняет, чтобы сделать смув. Нагнал меня холод. Резко подул холодный ветер. И шлепки оказались лишними. Так отрабатывает фронталка. С одной руки про фронталку ночью однозначно нечего поговорить. Вообще. Основная камера. Переход. И все выходили при таком освещении. И понимаете, что желтый покрашен в белый. И это не есть хорошо. 4К 60 FPS. Видео максимально плавно. Но 8К здесь нет. И 4К 120 FPS, как OnePlus 9 Pro. Здесь пока тоже отсутствует. К слову, но OnePlus 9 Pro начал лагать в 4К 60 FPS, хотя они добавили 120. А 120 работает хорошо. И, как мне говорили, зачем ты показываешь цифровой зум, чтобы каждый раз, если человек не особо разбирается в смартфонах, понимал, что цифровой зум это такое себе. Адская съемка против солнца, даже смотреть туда было тяжко. Но аппарат справляется. Как вы видите, и со стабом тоже, это учитывая, что я его несу в одной руке. Иду уже не по асфальту, не по ровному. Так что, как минимум, стабилизация основная камера здесь, во всяком случае, меня радует очень сильно. Сейчас двумя руками. Ну, разумеется, двойное окно, но, к сожалению, в отличие от Xiaomi, двигать его нельзя. Из интересного здесь можно только делать X2.
И из интересного это здесь микроскоп X20. Я думаю, фотопримеры вы увидите. По мне эта штука бесполезная, так же как и ультраширик. Но для кого-то эта штука будет однозначно полезной. И следующий еще интересный момент из того, что я здесь нашел, это скин... проверка. Ну, расскажу в ролике. В общем, смысл в том, что смартфон помогает анализировать состояние вашей кожи. Опять же, это я так понимаю. Плюс двухоконный режим довольно приличный, но фронталка, вы видите, как сильно пересвечивает все позади меня. Там нет, конечно, никаких облаков, но и белый цвет, свет, это тоже мракобесие, правда? 4К 60 FPS, предел, микрорайон Западный, Мурино. Веду максимально плавно, с двух рук, на месте, чтобы вы могли оценить, насколько хорошо сможете снимать вы обычные довольно сценарии, хотя с солнцем, которое, конечно, мучает сенсор. И еще немного фронталки против солнца. Вообще она не радуется. Хотя, с другой стороны, а какая фронталка будет радоваться? И вот так можно было бы снимать и говорить: вау, вы видите, как все отлично. Когда необходимо, фронталка подсвечивает стандартно в кружочке вас. То есть вокруг белым-бело, лицо в кружке и все. Есть функция суперстаба, и вроде бы никаким образом не влияет на качество изображения. Стаб хорош, качество изображения страдает. Ну, как видите. Вот так с вас сможет в ночи снимать МЕ. Всем спасибо, кто был на стриме, когда мы его гоняли в автономности. И да, скоро Sony 5. Рассеянный свет, фронталка и довольно ветрено. Правда, сейчас ветра нет. Уже какой день тестирую камеру. Фронталка, как всегда, у BBK. 1000 раз это буду повторять в каждом отрезке каждого ролика. Но, опять же, вы видите, цвета, ну так себе. Цвета натуральные, но очень много пересветов. То есть баланс белого здесь просто... Понятно, что сценарий не неприятный, но вот так. Утка. С ультраширика X10. И еще одна. Вот там утки. И вот так, без великих и ужасных облаков, все хорошо. Но с ними нет. Урбан. А вот здесь хорошо получается у основной камеры поймать облачка. Притом это было в 1080p, сейчас 4К 60 FPS, съемка с одной руки, и все равно с облаками все хорошо. Как ни странно это звучит, но съемка с двух рук против ветра, 4К 60 FPS, Realme GT 2 Master Explorer Edition. И мне нравится, что он может основной камерой днем. Микрофоны, конечно, умирают, YouTube это не понравится, но зато вы услышите, как может смарт снимать. Правильно? Да, вот фризы, конечно, есть, но мне кажется, что в записи их будет меньше. Минусы — это старенький разъем USB Type-C версии 2.0, скользкий корпус, маленькое разрешение для фронтальной камеры при видеосъемке. Результаты теста на частоту дискретизации касаний лично меня не радуют. Ну и вообще недостатков хватает, потому что то, что это китайская версия смартфона и глобальной прошивки вполне возможно не будет, печаль. То, что нет вариантов с максимальным количеством памяти, тоже печаль. Нет никаких каких-то супер новых фишек, либо старых из разряда направленного микрофона у основной камеры. Тачи, конечно, вывозят, но по большому счету все как у всех. Слишком много эпичного BBK и Xiaomi в последнее время выпускают. И да, Xiaomi тоже, не считая прошивки. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забывайте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. И всем, кто оставил коммент, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Резюмировать хотел бы я довольно просто. Вы найдете уже достаточное количество людей, которые купили этот аппарат. Почему? Потому что Realme GT Master Explorer Edition первой версии был нереально топовым. Я его советовал, но у него есть огромный минус.
минус. У него не появилась глобалки. Вы не можете перепрошить китайский смартфон на глобальную версию, если ее не существует. У этого смарта тоже не факт, что появится глобалка. Здесь есть свои плюшки, но вы должны помнить, беспроводной зарядки, как у флагманов, здесь нет. Здесь нет защиты от влаги официальной, какой-нибудь топовой, чтобы я потопил его при вас в фонтане. Здесь нет суперфееричной ночной съемки, либо суперфронталки. И в целом смартфон очень классный, мега классный за свои деньги. Опять же, за свои деньги. Это не флагман, это вам не X80 Pro от Vivo, это, к сожалению, даже не OnePlus 10 Pro. Это чуть-чуть ниже классом, но учитывая процессор и начинку, собрали они с физической его составляющей, с внешним видом, тактильностью, материалами корпуса, триггеры, в конце концов, фишек здесь очень много. И фишки только хорошие. Я могу рекомендовать, но только гикам. Вот гикам must have. Если вы понимаете, что такое формы, как удалить ненужные китайские программы, как настроить оповещение, если вы хотите аппарат из коробки, я бы подумал. Девайсу мое однозначное да. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. К слову, когда-то, когда я его покупал, я скидывал, его ценник был в районе 35 с копейками. Сколько сейчас, можете сами посмотреть, но здесь еще зависит от курса. Помним, что на Али бывают распродажи. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. IQ 10 Pro тоже скоро будет на Твиче, будет потом, возможно, прожарка на лайв-канале. Девайсу, еще раз повторяюсь, лично мое, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.